привет! И снова с вами я, Анна Комарова, и наш новый выпуск реалити-шоу «Собрать невесту». И сегодня у нас неземная невеста. Она стюардесса международных направлений бизнес-класса компании «Аэрофлот». И, конечно же, у нее совершенно нет времени для того, чтобы подготовиться к свадьбе. И мы вызвались ей помочь. Сегодня у нас будет с ней репетиция, прически и макияжа. Ну что ж, начнем и посмотрим, как это было. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Здравствуйте, а меня зовут Анна Комарова, и я буду вашим свадебным стилистом. Очень приятно. Платье будет в виде рыбки, в форме рыбки. Очень красивое платье. На самом деле, это сейчас вообще самое модное платье этого сезона. Конечно, еще несколько лет назад Зухаир Мурат ввел эту моду, но сейчас, конечно, она прям очень активно Очень модный цвет. в свадьбу. И вот это вот, да, ощущение кружева на голом теле. В общем, я счастлива, что у вас будет такое шикарное платье, потому что, конечно, оно вам и подойдет. А вообще какие-то есть пожелания по поводу прически? Честно, представления у меня нет, какая была бы у меня прическа на мою свадьбу. Но, наверное, пожелания такие, что я хотела бы более распущенные волосы. То есть я не хотела бы все собирать, а хотелось показать бы длину и красоту волос. У вас на самом деле очень красивые волосы, а они держат завиток? Держит. Это супер вообще, отлично просто. Так, значит, собранные прически мы не рассматриваем. Мы все-таки смотрим что-то более распущенное, с локонами. А как относитесь к дополнительным прядям, ну, чтобы еще сделать наряднее? Да, конечно, очень даже. Ну все, отлично. Так, значит, мы с вами немножечко уже все-таки определились, что мы хотим, да, то есть мы не хотим собранные, а хотим распущенные. Тогда я предлагаю начать. Конечно, давайте. И еще такой очень важный момент, поскольку вы пришли в черной водолазке, мне вас надо переодеть. Обязательно, я согласна. Ну и вообще, как бы, да, почему? Объясним, что я все-таки буду вам подбирать уже под белое платье и прическу, и макияж. И мне надо, чтобы уже здесь сейчас я видела, как белый светлый цвет подсвечивает ваше лицо. Поэтому я сейчас на вас одену красивый пеньюар. Хорошо. На самом деле шикарные волосы, я уже вообще в предвкушении того, что они сделают. Я тоже. Классно. А вот такие локоны пышные не будут меня полнить? Нет, конечно. Ну вот знаете, на примере Аллы Пугачевой, да? То есть чем больше локоны, тем худее человек. Ну то есть и большая голова мне тоже не будет? Нет, конечно. Знаешь, что я стюардесса, и все спрашивают, где я познакомилась с женихом. Это следующий вопрос. Не на работе, это было лето того года, ехала по МКАДу на машине, ну и, собственно, в пробке стояли, и что-то мне было такое игривое настроение, и я решила, позаигрывать, что ли. Была жара, окна были открыты. Не теряйте время даром, когда стоите в пробках. Можно найти мужа. И мы начали гоняться, друг друга подрезать. Да, и тут он решился, он очень скромный, и решился, и мы отъехали на обочину, встали, и так вот завязалось знакомство. Ну а есть у вас какие-то предпочтения по поводу макияжа? Что-то нежное такое вот все, в светлых тонах, наверное. Ну, не сильно яркое, не вычурное такое. Ну, как... Подчеркнуть глаза, добавить ресниц, сделать ровный тон кожи, светящуюся кожу, наверное, да? Чуть-чуть добавить скул, да? Губки попухлее, носик поменьше. И бровки потече. Сделаем. По поводу дня свадьбы вообще. Во сколько вам нужно быть готовой? Вот во сколько нужно выходить из ЗАГСа? В 2 часа дня у нас уже сама роспись в ЗАГСе. Сама роспись? Да, в 2 часа дня. ЗАГС у вас достаточно далеко. Да. То есть сколько на дорогу мы будем закладывать? Часа полтора, да? Часа полтора. Ну, грубо говоря, в 12 вы должны выезжать, да? Дело в том, что когда вот я сделаю прическу и макияж, и одену на вас платье, вот в этот, и когда вас еще не видит жених, вот это самый драгоценный, 10-15 минут. Вот в этот момент происходят самые крутые фотографии у фотографа. Все, вот надо это запомнить. И надо их не упустить, эти 10-15 минут. Почему? Потому что потом, когда приходит жених,
Фотографу надо фотографировать вас вдвоем, ваши эмоции, ваши там поцелуйчики и так далее. Бьюти-съемку там уже не сделаешь. Ну, ты же не скажешь жениху: отойди, я отдай невесту сфотою. Это некрасиво. Когда вы приедете в ЗАГС, у вас сколько гостей на свадьбе, сколько будет человек? 50. 50. Угу. 50 Ну, в ЗАГСе человек не все. на вас налетят, 20, неважно. И тоже уже там будет не до съемки. Ну, для такой я имею в виду, когда вы абсолютно равновешенно смотрите в окно, там, вдаль, да, ну, понимаете, вот эти. Поэтому тут надо полчасика в любом случае заложить на съемку. Полчасика на съемку вас без жениха. Пришел жених, вручает вам букет, вот вас видит, ах, ох, еще полчаса. Соответственно, если вам в 12 надо выезжать, минус 1,5 часа, 10:30 надо нам быть с вами готовыми. Процесс одевания платья – это 30 минут. Просто тоже многие говорят: как вы думаете, за сколько вы платье оденете? Ну, конечно, 5 минут не хватит. Не хватит. Или хватит. Ну, нам на прическу с макияжем надо где-то 3,5 часа. Так, ну а теперь мы приступаем к макияжу. Мне сказал, что у тебя кожа немножечко жирненькая, поэтому я нанесу матирующую базу. И еще вы мне сказали, что не хотите, чтобы были видны Да, веснушки. хочу избавиться от этого. Все, тогда я наношу тональный крем поплотнее, чтобы не было всего этого заметно. Ура! Ну что, начинаем делать локоны. Боже мой, я богиня себя чувствую. Обычно мы делаем несколько образов на репетиции и, собственно, вот готовы локоны, но я могу сделать, например, греческую косу. Нет, это мое. Все, да. Я богиня. Вот так оставляю. Да, все. Мне очень нравится. Ну что, я очень рада, что попала в этот проект. Я безмерно счастлива. Я не ожидала, что будет такой эффект. Я шла с такими мыслями, что я не знаю, что я хочу, что я получу. И боялась, вдруг что-то будет не так, вдруг слишком пышно, вдруг слишком прилизно, наоборот. Но получилось все просто идеально, вот так, как я и мечтала. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Здравствуйте, Дарья, мы вас ждем. Меня зовут Юлия, я основатель косметической компании Тафалария. Наша уникальность в том, что мы создаем и изготавливаем косметические средства для конкретного человека по индивидуальной рецептуре. В нашем случае Дарья нам отправляла фотографию и заполненную анкету. Дарья, сейчас мы сделаем экспресс-уход быстрой красоты. Вы почувствуете, насколько эффективна наша косметика. За 10 минут вы получите быстрый результат. А в день свадьбы вы легко, без помощи косметолога, повторите этот уход. Средства взбодрят кожу, помогут лучше лечь свадебному макияжу и уберут следы усталости. Первым этапом мы сделаем аюрведическую маску Уптан. Этот продукт наш хит. Чистая и ухоженная кожа за 1 минуту. Средства взбодрят кожу, помогут лучше лечь свадебному макияжу. Я чувствую свежесть, легкость. Такое ощущение, что маска до сих пор работает. Спасибо вам, Юлия, и компании Тафалария, что познакомили меня с вашим средством. Сейчас 5:30 утра, и я собираюсь к невесте. Вот мой чемодан. Он, конечно же, большой. Тут плойки, гофре, утюжки, все в двойном экземпляре, косметика, кисти. Но я вам могу сказать, что здесь минимальное количество косметики, потому что этот чемодан я ношу на себе. И важно думать о здоровье вашей спины. Ну что, поехали?
Как здорово быть свадебным стилистом, ведь ты знаешь все самые модные места в городе. Рестораны, отели, фотостудии. Ну и, конечно же, модная новинка – это лофт. И именно в лофте мы сегодня будем собирать нашу невесту Дашу. Здравствуйте, Анна. Рада вас видеть. Даша, а это вам. Здорово, спасибо большое, очень приятно. Сегодня у нас много волос и мало времени, и поэтому мы немедленно приступаем к работе. А Даша тем временем рассказывает мне про свои приключения после репетиции. Представляете, в тот раз выхожу с макияжем красивая, такая деловая. Машины нет, увезли машину. Серьезно? Так обидно стало, я уже день распланировала. Ну что, мы закончили. Делать накрутку это было непросто и достаточно долго. И теперь начинаем делать макияж. Анна, я вот хотела вас узнать. Вы не поможете с платьем, потому что я вот одна и переживаю, кто же мне будет все застегивать и управлять. Конечно, конечно, это вообще моя обязанность. Я на вас одену платье, если нужно, помогу надеть чулки, вот эти застежки застегнуть. В общем, все, полностью. Все, душа у меня спокойно. Пока вы не будете полностью в свадебном образе, я отсюда не уйду. Анна, что-то брови, мне кажется, разные. И на репетиции были чуть-чуть светлее. Давайте попробуем что-нибудь исправить. Давай. Но на самом деле я все поняла, вот я с вами согласна. Буквально вот чуть-чуть, Немножечко, на да? полтона, да, на полтона мы сейчас как раз все выровняем. Хорошо, хорошо, не переживай. Очень вкусно. А где вы нашли себе фотографа на свадьбе? Сайт Невеста.инфо. Замечательный, кстати, сайт, да. И очень известный достаточно. Да, вы знаете, очень часто мои невесты себе находят подрядчиков именно на этом сайте. Ну что, вы готовы? Я так довольна. Вот они. Ваши локоны. Красота. Так, ну и что? Посмотрите сейчас на ваши брови. Все, вот сейчас идеально. Прям все, вот все как надо. Ну, отлично. Отлично, я очень рада. Ой, красота. Все идет. Никогда не спорьте с невестой, если вдруг ей что-то не нравится. Просто соглашайтесь и продолжайте свою работу. Пока я рядом с невестой, я ответственна за ее внешний вид и спокойствие. И поэтому я помогаю ей эффектно выглядеть перед камерой, а также решаю некоторые организационные вопросы. В обязанность стилиста входит не только сделать прическу и макияж, а также зашнуровать платье. И если потребуется, помочь надеть чулки невесте. В общем, все, что нужно идеального свадебного образа, это ваша обязанность. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. Yours and you are mine. Take my hand and let's fly away. Дарья и Дмитрий, мне очень приятно было работать на вашей свадьбе. Мне очень приятно было быть вашим свадебным стилистом. Я вам желаю, чтобы у вас было в жизни всегда все только самое хорошее. Ну и, конечно же, чтобы у вас были такие же красивые. Спасибо. Но мы в свою очередь хотим поблагодарить вас, организаторов этого проекта, что предоставилась такая возможность поучаствовать. Мы очень благодарны, счастливы, правда, с вами работать. Спасибо. Ну все, вам добрый путь. Всего доброго.
Сегодня мы собирали невесту в лофте. А в каких обычных либо необычных местах вы собираете невесту? Пишите в комментариях под этим видео, и автору самого интересного комментария я отправлю подарок в любую точку мира. А у меня есть ровно 3 часа для того, чтобы добраться до дома, собрать чемодан и отправиться на фестиваль свадебных специалистов в Сочи. С вами была я, Анна Комарова. До встречи в новых выпусках.